Бюро журналістських розслідувань «Детективи» в рамках проекту «Голоси війни» Харківської правозахисної групи у межах глобальної ініціативи «Трибунал для Путіна» представляє. Понад 10 місяців наша організація документує воєнні злочини російського агресора. Ми зібрали більше 100 таких фактів: вбивства мирних мешканців, зґвалтування, каліцтва, обстріл цивільних об'єктів, руйнування лікарень та використання забороненої зброї. Понад 50 потерпілих та свідків розповіли нам, що принесла Росія на українську землю. Люди війни. Харків. Вот, на 8-й день началась стрельба, и, получается, прилетела в эту пятиэтажку. Забегают эти ребята и говорят, мужчины, которые как бы не слабонервные, всем в укрытие, не выходить ни в туалет, никуда, всем лежать, просто лежать и молчать. Да, повыходили ребята, то есть попала в пятиэтажку, поранила людей, огромное количество людей. Скоро эти ребята сразу начали вызывать. У нас, получается, был с нами парень, молодой парень, 26-27 лет, то есть он служил в МЧС, то есть, грубо говоря, его семья, его мама, его жена, дочка, сестра, папа, бабушка, все были в этой школе со мной вместе. У меня тоже есть фотографии, то есть могу показать это, понимаете? Он такой молодец, то есть он работал в этом, понимаете, он сразу говорит, ребята, пойдемте, то есть они эвакуировали людей, женщину принесли просто кусками, понимаете. Моя машина, у меня дом, у меня есть тоже фотографии дома, это нельзя уже сказать, что это дом. 8 попаданий, 8. Дома нету, плиты уже просто сейчас отваливаются. Но по нему все равно бьют. Все равно по нему бьют, сволочи. Все машины побитые. Просто, наверное, просто повезло. Заехала. У меня первый подъезд, получается, было первое попадание, обвалилась лестница с 9 или с 8 по 2 или 3 этаж. То есть, прохода вообще не было. У моей соседки просто дверей нету. Залетела ракета, тамбур, 2 квартиры. Моя квартира и соседки квартира. На 6-й этаж над моей соседкой залетела ракета. Я покажу вам фотографии. У соседки нету дверей, ни хрена нету. Я просто, для меня это был, жах. Есть Героев труда и есть Северная Салтовка. До Героев труда это одна планета. Северная это уже другая планета. Говорит, это машины стоят разбомбленные, с людьми, сгоревшими внутри. Это куча домов, которые реально, даже нашим МЧСникам, нашим спасателям, нашим солдатам, они не могут продвинуться, потому что херячат, там постоянно херячат. Заваливаются дома, люди остаются в подвалах, понимаете? Это просто ужас. Слов реально нету. Мы с женой приняли решение, что нужно выезжать из города Харькова. Это было 1 марта. Я с женой, с 2 детьми пошли пешком на вокзал, на Харьковский. По дороге мы увидели разбитые машины, разрушенные. И в одной из машин я увидел мертвое тело, накрытое было, закрытая тряпка, там была кровь. Не очень приятное зрелище. Был обстрел, погибли люди некоторые. Товарищ долгое время лежал погибший. Никто не мог его забрать, потому что обстрел был. Улица Бучмы, 42Б. Это было 26 февраля. Люди шли по улице, и начался обстрел, артобстрел начался, да, и люди погибли. Так.
Их на куски разорвало, и они лежали, за ними никто не мог приехать. Долгое время, наверное, где-то дней 5 они лежали. Вот. Самое страшное было, когда прилетели самолеты. Я уже думал, сейчас все сложится, как карта. И все, мы там будем похоронены. Ну, там самолеты, ближайшее трамвайное депо разбомбили. Да. Там половина трамвайного парка что-то уничтожили. Ну, такое. Ну, это депо находится, там, Северная Салтовка и Салтовка, они как бы между находятся. Это улица Льва Толстого. Улица такая. Салтовское трамвайное депо. Так и называется. Собственно говоря, пострадала вся Северная. Вот любую улицу назовите, Наталья Ужвий, Дружбы народов. То есть от Северной не осталось ничего. Там стоят полностью черные дома, и это хорошо, если стоит сам дом просто с выбитыми окнами, обгорелый. А так они стоят проваленные, то есть от крыши практически там. То есть у кого одна сторона дома обвалена, у кого середина вывалена. То есть на Северную Салтовку это огромнейший район спальный. Я не понимаю, почему война началась со спальных районов. Именно вот так, в тот момент, когда люди прятались в метро, обстреливали метро Героев Труда, метро Студенческую обстреляли, потому что там рядом же Барабашово, и обстреляли Академика Павлова метро. То есть в тот момент, когда людей там было очень много, они обстреливали на Салтовке метро. Рядом с метро Академика Павлова есть такая большая очень новая почта, и там в какой-то момент, вот в первые дни, начали выдавать гуманитарку людям, чтобы как-то людям помочь. Прилетел снаряд прям туда, причем там нет никаких ни объектов, не то что военных, там практически вот только это большое здание новой почты. Тогда уносили много людей, там знакомый просто стоял в этой очереди, он говорит, больше, по-моему, около 8 человек убитых, ну вообще насмерть. И его отвезли 18 осколочных ранений. У него мама медик, и каким-то чудом она таки взяла скорую помощь и привезла его во Львов спасать. Он сейчас во Львове лечится. Там были очень серьезные проблемы у него с ногой, и он говорит, таких, как я, было очень много раненых. То есть, ну вы понимаете, что такое гуманитарная помощь, это было очень много людей, и практически не пострадавших там не осталось. То есть вывозили кто как мог людей, потому что скорые не справлялись с этим объемом людей. Проходя по улице, повернули на Бабушкину улицу, соседи, тут такое случилось, убили соседку, вышла кормить котика, разрыв снаряда, женщина насмерть. В оккупации находится, это у нас там живут много знакомых, это Липцы. Это они граничат с границей России. Да, там люди просто боятся вылазить с подвалов, там все, которые были в АТО, служили. Военные, все, где-то списки, ну то ли это непонятно, ну это как бы не тяжело найти, правда, эти списки. Их в первый день оккупации вывезли, до сих пор их судьбу никто не знает. Также вывозили на Украину не выпускают, а вывозят на Россию. Люди, ну их тоже как грузят семьями, и куда их вывозят, ну нету связи. Вы же понимаете, люди без телефона, ну, там творится, нету еды, никаких пайков, как рассказывают, что русские там привозят, кормят, этого нету. Люди просто говорят, мы остались без пенсии, без денег в оккупации. Ну вот. И вот эти все рассказы, что там им привозят пайки русские, что там все нормально, русский мир, такого нету. Люди там, ну действительно, это, пока мы, наверное, этого еще не знаем, потому что оккупация, но это, наверное, вторая Буча. Там творится беспредел. Мой дом
У меня есть еще частный дом, его в первый день сразу оккупировали. В первый момент, когда началась война, мы с мужем были в квартире у сына. Ну, так как война, муж говорит, мы едем в дом, будем там прятаться. Мы звоним охране, отключены все телефоны, нету связи. Мы не понимаем, начинаем созваниваться с соседями, нету связи. И потом нам там мужчина, который оттуда выехал, поселок называется Бобровка. У меня фамилия Боброва и поселок Бобровка. Он сказал, что оккупировали поселок, отключен свет, газ, ничего нету, выехать невозможно. И я не знаю, это, наверное, счастье, что мы ночевали не в доме. Мои соседи нам провели 41 день в оккупации, без света, газа, еды. Не впускали, не выпускали. Просто люди были, ну, вот закрыты как ловушки. И там у нас 500 домов, но из них там было 140 оставалось жителей. И вот они, говорят, мы друг друга выучили, мы делились картошкой. Ну вы представляете, ну живут люди, да? Ну в холодильнике было холодно. Ну не у всех же как бы там запасы, ну не все понимали, что будет война, и никто, ну, не покупал мешками картошку. Все жили, ну как нормальные обычные люди. И до сих пор мы не можем туда ни попасть, ни узнать информацию. Да, разрушено, говорят, там страшно, все заминировано. Ну, с 500 домов, там, я не знаю, там сказали, поле осталось. Там все Позвонил мой сосед и говорит, Лен, у нас больше нету домов. На Героев Труда обстреливали рынок, он горел каждый день, потому что, ну, они стреляли, я не знаю, в сторону чего. Героев Труда горела, школа, я не помню, у меня на видео есть, или 15-я, или которая за студенческую, если перейти, и туда ближе к каравану идти, в нее попало на второй этаж, там дырка, наверное, 1,5 метра была в стене развалина, ну и стекла там не один снаряд, но один снаряд именно вот на фоне стены, огромнейшая дырка. Потом студенческую обстреливали, 16-этажка горела, верхние этажи, шиномонтаж на студенческой рядом с метро очень сильно горел, потому что там и шины, и покрышки. И Героев Труда, там у нас рынок, круглый рынок, магазинчики маленькие, туда, ну, с периодичностью, не знаю, день, два, три, постоянно прилетало, и они, вот эти палатки, там секонд-хенд был, обычные вещи, они очень сильно горели, очень много, там их тушили. Через 2-3 дня опять туда же прилетало. Ракета на площади упала, вот от этой площади, там чуть-чуть, ну, там здания все разрушены. Окна, двери, все вылетело, и, ну, в некоторые попали снаряды, и они, ну, развалены там этажи. Я специально ходил, когда вот дым шел откуда-то, я ходил туда, смотрел, снимал. Там стояли скорые, но я не подходил, не спрашивал. Людей выносили в скорую, да. А так, ну, жилые дома. 16-этажки, 9-этажки. Школа рядом с моим домом, 139-я. Ее накрыли градами, ни один снаряд туда попал. Там выбиты стекла, и люди, которые там были, они получили повреждения осколками рук и лица. Они сейчас находятся в больнице. Школа через мою дорогу, дом стоит, Гвардейцев-Шаронинцев, еще один дом, и там школа, там тоже люди прятались, 140-я. Туда тоже прилетел не один снаряд, поэтому я, ну, не думаю, что просто ошиблись. Там тоже люди получили осколковые повреждения, там есть мама, ну, у моей жены есть одноклассница, которая живет на ХТЗ. Но они собирались тоже выезжать. И вот ее мама тоже, у нее очень сильные были повреждения лица, и она ее хотела с собой даже забрать в более безопасный район, где меньше прилетает, потому что, ну, на Салтовке очень сильно. Но мама отказалась, сказала, оставь меня в покое, я хочу побыть в больнице, чтобы меня вообще никто не трогал. То есть даже близким людям, которые рядом, она все равно вот так вот отказала. В садик, когда я ходил, смотрел на Героев Труда, когда горел дом, проходил мимо садика, в который мои дети ходили. Ну, сельпо стоит, дальше дом и садик. И вот, ну, я не знаю, это еще в марте. Там он тоже был разрушен, окна повылетали с той стороны, ну, откуда стреляли. Окна были выбиты, и
ну, 2 снаряда попало в этот самый, ну, во второй этаж, там он маленький, двухэтажный. Ну, это утром было, ну, часов 10, может, 11, но начался обычный обстрел. Начался обстрел. Разрывались рядом снаряды. Я пью чай, кофе там рано утром, поэтому я не сидел, не ел. И слышал, что совсем рядом. Потому что до этого все ближе, ближе, ближе. В дома попадало, я рядом выходил, на Героев Труда смотрел. Перекресток Гершера, Героев Труда и гвардейцев Шаровниц. И, хлопок был очень сильный. И в дом, влетело. Слышно, что стекла посыпались, пробило стену, шум сильный. И когда, хлопок, когда все это, затихло, стекла посыпались, я вышел из своей комнаты, она с другой стороны находится, 2 комнаты, посередине коридор, кухня с этой стороны, с этой стороны. Я зашел, я увидел, стекла разбиты, подоконник пробит, подоконник пластмассовый, но все равно он пробит. И стена под подоконником тоже, такая дырка. И в коридоре уже я нашел осколок железный размером с руку. Все. Осколок пробил стену, попал в ручку холодильника. У нас двухкамерный холодильник. Если бы он попал в стенку холодильника, может, и холодильник пробил. А так, ручка чуть-чуть подломана. И там, наверное, там были еще 2 маленьких осколка. В стене, в коридоре есть вмятина, выбоина. И потом, когда я уже уехал, с другой стороны в дом наш тоже попало, уже во 2-й этаж. Там 2 раненых. Как началось это все? Значит, лишился квартиры, потому что попал снаряд. Лишился, говорится, работы, потому что тоже машину разбомбили. 3-комнатная. У меня дочка уже взрослая, уже, собственно говоря, она работала в Израиле одно время, родила ребенка, приехала, и так далее. То есть она по работе была там. Она у меня окончила бизнес-туризм, то есть она была в Израиле по туризму, работала. На стоянке стояли фуры просто, и попала туда ракета. То есть там те, что машины стояли, припаркованные на фуре все, фуры. То есть машины разнесло. То есть взрыв был очень серьезный. С подвала вышли, посмотрел, полдома нету. Все. То есть попал в средний подъезд, как раз там, говорится, в доме. У нас там 3 подъезда. Вот, средний подъезд, грубо говоря, полдома нету. То есть все, мы лишились от всего. Хорошо, что я успел еще до этого семью вывести, как раз когда все это произошло. Погибли люди, которые не успели спуститься, то есть когда попал снаряд, то есть как раз вот этот средний подъезд, там очень много людей было, там были и дети, и взрослые, то есть люди пострадали, погибли, есть такие. Я увидела БТР российский. Он стоял, когда я ходила за продуктами, он стоял возле Никольского. Это новый торговый центр, который открыли недавно, его открыли летом. И я увидела возле библиотеки Короленко этот БТР. И я не знала, что мне делать. Я стояла как вкопанная, потом поняла, что мне надо как-то двигаться. И я пошла назад. Не знала, что со мной будет, что у них на уме, откуда я знала. И я потихоньку, очень медленно шла и ждала, что что-то со мной случится, мне в спину выстрелят. Потому что если бы они не хотели там сделать мне, они бы не приехали в мой город, они бы не пришли сюда. Но зачем-то же они пришли не с добром, если не приехали на БТР. Но были погибшие. Морги переполнены в Харькове.
и неизвестно, кто там. Но на вулиці лежали тіла розбиті, шматки, кров. Потом же разбомбили онкоцентр Харьковский. Да, он возле авиазавода находится. Вот. Ну и попал под раздачу. Частный сектор, где дочка год назад построилась. Вот. Да, двухэтажный, построили дом. Вот. А сосед через, ну короче, недалеко. Прямое попадение и завалило его там. Соседи откапывали с утра. И видел еще снаряды, как в соседские хаты попадали эти снаряды, разрывались крыши, хаты от этих взрывов. То есть это, ну, это было реально. На самом деле это реально. Я видел своими глазами, как это все происходило. Потому что я даже не поверил своим глазам, я такого никогда в жизни не видел. А это вдруг такое попадание, когда в хату попадает снаряд, взрывается крыша, разлетается хата на куски. Последнюю ночь уже, когда 16 на 17, был очень сильно большой обстрел. Пострадало 18 хат, в том числе мой фигель, как бы попал снаряд в фигель, его разнесло, и мы, когда сидели в хате, у меня и двери выпали в хате, и крыльцо разнесло в щепки просто. Я не знаю от чего, но то есть, когда мы утром вышли, я двери открыл с хаты, здесь в коридоре дверей нету, в общем, и крыльца тоже нету. Думаю, ничего себе, как вроде бы танк какой-то проехал, что ли. Вот. Жена там вообще чуть не посидела от такого, если я не ошибаюсь, по-моему, парижских коммунаров, потому что там на углу дом высекло, тогда еще при этом, потом следующий дом, прямо лицевая сторона, вообще там снесло ее, потом, когда все утихло, накрыли синим таким, ну я не знаю, то ли брезент, то ли что, закрыли и крышу, и хату, окна, все позабито было. Дальше там по улице угол вынесло. Потом, когда я проходил еще, попал снаряд в трубу, там, где вода центральная. Там тоже от снаряда такой ров вынесло, что просто вода и шла и залила человеку просто, ну, весь двор водой, потому что там центральная труба и шла с водой. Вот. Дальше, напротив, получается, дом, там тоже разрушений очень много было. Это просто за такое там, ну я не знаю, за час, может, за два. Вот это сколько там угатило просто хат, ну, наверное, штук 20 домов, это точно. Просидели мы целую ночь в погребе, утром вылезли, у него попал снаряд в сарай, сгорел сарай, потому мы не видели, мы сидели в погребе, вот, сгорел у него сарай. Дальше вышли по двору смотреть, у него в заборе вот такие вот дыры,
от осколков были. Ну, мы просто удивились. Там металл, наверное, 2. И такие дыры, от чего могло быть? Ну, там ужас, что просто они натворили. В огород зашли, там 2 такие ямы здоровые были от этих снарядов. Я пришел к себе домой, когда я посмотрел, что у меня от этих взрывных волн, это вообще ужас. Окна все повыпадали, вообще просто на земле лежали. Ну, это не пластик, а просто деревянные окна, и их не было, как будто их вообще просто вынесло. Пришел муж и вышел со мной сюда не на улицу, а в этот, ну, в такой предбанничек. Мы услышали сильный взрыв, у меня даже сигарета выскочила из рук. Сигарета выскочила, и он присел. Это, оказывается, как потом мы узнали, возле нас на Московском проспекте находится Академия при президенте. И там был взрыв. Когда Саша уже меня провожал во Львов на это, мы же шли в этот центр, через Московский проспект пешком, то мы видели там просто эта академия, как вроде бы сбросили туда такую бомбу, вырванный кусок такой, просто вырванный кусок здания. И, видать, такая взрывная волна была, очень радиус большой, вылетевшие окна, двери. И чем дальше мы проходили к центру, там тоже были разрушены магазины, стекла везде. На всей земле валялись эти выбившие стекла, и разрушения эти были. Люди в метро рассказывали, они живут тоже недалеко от метро, что женщина вышла на улицу просто замести возле своего дома, и упал снаряд. Упал снаряд, и осколки снаряда попали ей в живот. А дочка ее, она работала медсестрой, в это время была в больнице. И ее не довезли до больницы, и она скончалась. Вот это именно такие случаи. Потом муж мой хотел же пойти в тероборону и пошел не в военкомат, а в администрацию. Но перед тем, как идти на администрацию, тоже попала, на нашу Харьковскую администрацию попала бомба. И очевидцы, которые были там, рассказывали, что от этой взрывной волны людей бросало как листочки. Как листочки они летали в воздухе. Вот такой сильный взрыв был. Те люди, которые жили там на ХТЗ, все там заминировали, все. Эти мины ж на парашютиках спускают. Люди могут стоять в очереди за хлебом, может ракета упасть, там показывали, что женщине ногу оторвало, там вообще. Ну, просто вот мирных жителей всех начали летать самолеты над нами уже. И мы проживаем сейчас на Холодной горе, это район Назарянской церкви. Там рядом тюрьма недалеко, здание полностью разрушено. И недалеко улица Холодногорская, там, где военное училище танковое, полностью угол дома снесен. Ну, вот мы пошли в магазин, этот супермаркет «Класс», торговый центр, там же еще 2-й этаж,
полностью окна все было рядом дома. Вот магазины, идешь, полностью витрин нет. Оптика, ну как торговый ряд, полностью стекол нет, нигде. Но мародерничал, никто не... Все висит, вот так, одежда. Полностью разрушен торговый центр Никольский только построили. Барабашово практически все спалило. Вот этот дым прямо к нам, когда ветер к нам, вот такой вот, как черный пепел, вот этот вот серый, полностью у нас вот был везде, во дворе и на крыше, вот все вот это летит к нам. Барабашово полностью сгорело, его бомбили 3 раза. Потом Фельдмана, парк Горького, это все, вот мы недалеко живем, просто как раз вот этот, возле центра. Получается, это вся уже там, а Салтовка полностью разрушена. Я выхожу на улицу, вот буквально там 25-50 метров, и вот это здание разрушено, где тюрьма на Полтавском шляхе. Снаряд уже в другие дни попал в школу. Вот. Потом за моим домом тоже там снаряд. Вот это позавчера, несколько дней назад, что там возле дома снаряд упал. Это вот я звонила, просто сказали, что там убило 5 человек, женщину беременную, там, в общем, возле дома нашего. У нас северную больше бомбили вначале, ну, она там уже как Мариуполь. Мы раньше жили на северной, но у дочки там в одной, во второй квартире тоже снаряд попал. У старшей там у них, ну да, 3-комнатная была с родителями, с мужа. Попал снаряд, но я не знаю, что там с квартирой. А младшие тоже, они взяли кредит как раз перед Новым годом. Купили квартиру, и тоже попал снаряд. Убивайте детей, невидных людей и вообще какие-то же объекты. Это детские сады, школы, это разве объекты какие-то военные? Торговые эти центры, это разве объекты? Парки, зоопарки, это разве объекты военные? Что они бомбят? Зоопарк разбомбили, зверей поубивали. Рознесли ринок «Сказка», який знаходиться на Полтавському шляху. Снаряди попали в будинок, який примикає до цього Полтавського шляху. Знесло почти весь угол дома. Потім МЧСники там вже розбирали, там, ну, просто дирки через весь дом. Це, ну я не знаю, там, ну, метрів 10 пробоїни. На другу сторону супермаркет «Клас». Його також повредили. Повредили, та там не повредили, там рознесли корпус слідчого ізолятору. Це теж, якби, ну я не знаю, скільки там тих заключених було. Потім почався обстріл. Бомбили так, що, ну, це тяжко сказати. Гуло кожен божий день, по кілька разів на дню. Я не пам'ятаю, якого числа. О 10 ранку я розмовляв з сином по телефону. Чую, гуде, як вроді винищувач іде над хатою. Кричу синові трубку, син, кажу, нас бомблять. В общем, ракета пройшла, ну, почти над хатою і попала за залізнодорожний вокзал в частний сектор. Взрив був такої сили, що хата ходуном обходила. Потім виглянув у вікно, там чорний дим такий валив, і вже на моє подвір'я залітали, як раніше кукурузиння палили на городі, ошмьоточки цього пепла. Скільки людей загинуло. Дівчинка йшла з кров'ю на ногі, і спросили, люди стояли в черзі за продуктами. Попав снаряд, бабки одірвало ногу, кров попала на дівчинку. Бабка лежала під магазином, нога лежала в стороні. Дівчинку спрашуємо, що ж це, вона каже, бабки ногу одірвало, і ця кровка на мене попала. Дівчинка сама в шоці, десь годів, може, 15-16. В Циркунах знайомий
ми йому робили якби ремонт, його будинка немає. Немає помешкання теж знайомого, недалеко, він жив теж в Циркунах, батько цього хлопця. У них теж було помешкання, попав снаряд, його рознесло в хлам. Маріуполь. Однієї ночі було дуже багато поранених, тому я лишився на ніч у шпиталі. А повернувшись на ранок, побачив, що в палаті, в якій я весь цей час ночував, шрапнелью та уламками пошкоджено вікно. Зробивши обхід відділення, ми виявили ще декілька пошкоджених шрапнелью вікон. Коли я забирав дрова з багаття після приготування сніданку хворим, наше відділення потрапило під авіаційний удар. Перший удар був ракетним, з прямим влученням у будівлю відділення в декількох метрах від мене. А другим ударом була авіаційна бомба, яка влучила біля пологового будинку, поруч з яким і розташоване наше відділення. Цей удар мав нищівні наслідки. Майже всі двері та вікна пошкоджені, величезна діра в стелі. Мені страшно уявити, що було б, якби пацієнти лишились у відділенні. Мы побежали в машину, сели, наклеили эти наклейки, выехали к обжоре. Там было очень много машин, очень большая колонна шла. А в этот момент, пока мы ехали, работала минометка. И минометка работала так жестоко. Мы когда выехали сюда, в центр, к обжоре, очень было много трупов. Ну, это местные жители, это не военные. Военных я не видела, были трупы, ну, просто мирных граждан. Кто-то накрыт был, кто-то просто так, может, только осколком или прилетом. Ну, это... Мы подъехали туда, стали в колонну. Колонна рушила. Мы были в начале колонны. Может быть, по счету, может быть, 5-я, 6-я машина наша была. Мы поехали, доезжаем до Порт-Сити. Ну, до Порт-Сити мы, на Порт-Сити, на сам Порт-Сити мы не успели выехать. Потому что пошли мины падали прямо перед машинами, и вот машины начали объезжать, вот эти вот взрывы, вот эти вот волны, вот эти вот ямы. А мины падают вот так, вы понимаете, вот 1, 2, 3 по тормозам, и понимаем, что сейчас 4-я просто нам в машину. Мы поднимаем глаза, а перед нами уже 2 машины горит. То есть с надписью «Дети», и там действительно были женщины за рулем и дети, там сидели дети. И они уже, эти 2 машины перед нами горят. Те, что дальше проехали, но по ним не попало, они свернули на обочину, а потом просто резкий разворот и начинают уходить, потому что они едут, а за ними вот так мина, одна за второй. И мы понимаем, вот Сергей понимает, что он просто уже все. Он говорит, уезжаем. Оксана кричит, нет, мы едем дальше. Ну а он более такой, сообразительный, он понимал, что это очень сильно опасно. И пока сколько мы ехали, сколько за нами ложились мины. Назад оглядываться было очень страшно. Одно только, что я детей смогла накрыть собой. Ну как накрыть собой? Заставила их просто сложиться буквой Г, З, не знаю. Для того, чтобы хотя бы, не дай бог, никакой осколок их не затронул. Люди сгорели заживо. Люди, сидя в машине, они не смогли оттуда выбраться. Я оглядывалась, я хотела понять, как. Они больше всего, вот когда залетает мина в машину, насколько я поняла, оно просто взорвалось и загорелось сразу. То есть оно, даже их, дай Боже, что они не то, что, как я говорю, сгорели заживо, что их просто разорвало, и они ничего не поняли. Это дай Бог так, чтобы было. Я, если честно, мы видели, как оно все горит. Просто это взрыв и такой конкретный взрыв. Там вылетает все, разлетается на части. Вылетают стекла, в первую машину, в которую попали, там и крышу сорвало. То есть это такой вот взрыв был. Дома горели каждый день. По 3, по 4 дома вокруг нас. В нашем дворе только 4 дома горело. А один дом, 5-подъездный, он был разбит с авиабомбой.
и сложен один посредине этаж с 9-го этажа до 1-го этажа. То есть если там были люди, ну, насколько нам сказали, то там были люди на тот момент, когда упала авиабомба. То есть это вот так вот просто 2 подъезда стоит, а вот этот посредине его просто нету. Просто одни руины и все. Горели дома, очень сильно горели. Были прилеты под наш дом, именно под этот подвал, где мы находились. Там было 2 града упало, и толчок был серьезный. Трупов было очень много. Людей сами хоронили. Мне лично с мужчинами мы похоронили 2 военных и 2 местных жителей, которые там погибли от осколков. Мы ходили за водой через несколько кварталов. Ну так, прилично, я не знаю, сколько там кварталов, может километр, может 2 километра дороги. Мы ходили под обстрелами за водой, потому что 2 раза сходили, я сказала, 3-й раз я уже не пойду, потому что это очень опасно, и постоянно падать лицом в грязь и падать рядом с трупами человеческими, это было просто, насколько неприятно, что и очень страшно, а пить-то хотелось. Ну вот я пошла за водой, тогда люди пошли, 3 мужчины, и я с ними пошла, взяла 2 баклажки, одна 6-литровая, вторая 5-литровая. И вот назад, когда уже шли, набрали воду, мы ложились на землю, потому что были прилеты, это, наверное, раз 10. И раз я упала, прям, меня мужчина толкнул, потому что оно, когда летит на нас, когда летит снаряд, мы не слышим. А когда где-то рядом, такой свист, пью, пух, ага, рядом, это рядом, мы понимаем, что рядом. А когда на нас летит, мы не слышим этого звука. И я помню, мне муж рассказывал, что когда летит на тебя, ты не понимаешь, что сейчас прям прилет будет прям по тебе. И вот когда вот это после первого похода за водой, когда на нас был прилет, но мы его не услышали, а просто уже когда оно бухнуло, и мы упали, я упала лицом прям возле дедушки, он мертвый был, и я вот увидела его ужасное разбитое лицо и рыдала, конечно, всю ночь. Когда прилетела бомба 17 марта в соседний двор, прямое попадание, там погибли, полное разрушение, 7 человек погибло, соседи наши погибли. А у нас от сильной взрывной волны крыша пострадала, стеклопакеты повыбивала, все разрушило. Вы видели, может быть, на фотографии. То есть жить там стало невозможно. У нас еще годовалый ребенок был. Мы с сыном покушали на улице, потому что был мороз, а днем солнышко было. А муж говорит, я пойду в дом. Вот. И он и не успел и покушать. В это же время вот эта бомба прилетела. Я еще и не знала, мы как-то за домом, и оно даже не слышно было. Честно говоря, я даже не слышала. Мне по голове что-то ударило, видно, кусок черепицы. А тут я ничего не вижу, все залито кровью, выходит, он весь в крови. Он много крови потерял, вся одежда, брюки, он в рабочих ватных, в брюках был все. Сколько мы вылили перекиси, кровь не прекращалась. Нашли, кто-то нашел напротив сосед на своем «Жигуленке», он довез нас до больницы, там ему зашили. Ой, извините, я не могу, больно мне. Вот. Обратно мы шли пешком, в больнице уже были эти кадыровцы, видели эти танки, ехали. Было очень страшно, казалось, что вот мы идем, они нам в спину выстрелят. Мы вот так останавливались, поворачивали, чтобы видели, что муж раненый. Когда мы пришли с мужем с больницы, мы добирались 2 часа, мы зашли, надо было одежду взять, потому что у него все было в крови, даже трусы были в крови. А еще когда заходим, смотрим возле нашей грядки,
Ну, клумбочка, не гряд, клумбочка, там розы у нас росли. Лежит наш сосед мертвый. Я сыну говорю, давай, говорю, беги за этими мужиками, я не подниму труп, он же тяжелый. Вот. Ну, они перенесли на дорожку, положили, отнесли в его квартиру. И помогли ему ворота открыть, потому что у нас перекосило железное. У нас гараж прямо в доме. Обстреляли перед нами автобусы с людьми. И все машины в обход заставили ехать. А в этом селе, оно тоже уже было разбито, там была украинская армия. Они приказали нам никому не выходить из машины. И в это время прилет града. Если бы чуть дальше, он бы, наверное, на наши машины, ну, в общем, было очень страшно. Вроде проехали такой путь уже, да, и чтобы вот тут вот накрыло. А впереди машина, ну, мы же все сидели, не видно кто. Ну, девочка закричала, но очень испугалась. Ну, видно, тоже, что уезжали из-под бомбежек. Дети ж тоже по-разному. У нас годовалый ребенок, и то он, ну, испугался. Обстреляли в городе Мариуполе Левобережный район, Восточный, именно тот район, где я жила. У нас были попадания в соседний подъезд, у нас повылетали окна в квартире, лоджия, балконный блок полностью повылетало. Мы на тот момент находились все дома, все живы, оказались все здоровы. Но когда подходили к окну, я видела, как попадали в магазины снаряды, я видела, как попало в детский сад, попал снаряд. Нас обстреляли тогда градами. На тот момент погибло больше 30 человек, и очень много людей пострадало. На улицах лежали уже мертвые люди, их закрывали чем могли, как могли. Но тогда, в тот момент, какое-то произошло в голове, переворот какой-то произошел, что действительно в 21 веке могут просто спальный жилой район, в котором ничего нет, там просто дома, в которых люди живут, и все. И вот так вот просто вот его обстреляли без каких-либо причин и объяснений, и все. Я пошла к соседке, у нее открылось сквозняком тоже. Я пошла, открыла окно, выглянула, и я увидела, как на моих глазах были прилеты в 3 квартиры в доме напротив. Это был 9-й этаж, 7-й этаж и 2-й этаж. Начались авиаудары, центр города постоянно бомбили. Было такое, что мы за день точно так вообще не выходили из дома, потому что постоянно, буквально каждые 10-15 минут мы слышали, как пролетал самолет, и мы слышали, как падало. На тот момент начали бомбить центр города, были попадания возле 3-й горбольницы, центральной нашего города. Было попадание в центральный рынок, когда повылетали там больше, чем на километр, повылетали у людей окна, стекла. И на тот момент как раз там жила мама хозяйки, у которой мы гостили, получается. Маму тоже поехали и забрали, она пешком пришла, точнее. Она пришла из дому сюда в дом, в чем была, вот просто в чем была где-то, она так и пришла. На следующее утро уже мужчины поехали на машине, забрали вещи, теплые документы забрали. По больнице там тоже был удар, там по фотографии показывали водитель, который нас вез, Сергей. Он показывал фотографии, которые он сделал из окна. Там, получается, дом стоит, и напротив него стоит горбольница. Он показывал последствия авиаудара, там след от него, там, я не знаю, яма. Ну, реально, наверное, КамАЗ бы спокойно влез, и его видно не было. Миколаїв. На Миколаївщині постраждали також і медичні заклади. Тільки в квітні 2022 року в результаті військової агресії Російської Федерації на Миколаївщині було пошкоджено майже 13 закладів охорони здоров'я. Мікрорайон, де розташований онкоцентр, це житловий район в східній частині міста. І там зосереджено багато медичних закладів. Наприклад, ось один із випадків. Близько 15:30 4 квітня територія нашого закладу потрапила під обстріл.
На щастя, працівники змогли сховатися в бомбосховище і не постраждало від вибухів, хоча вікна автомобіля, який був припаркований біля лікарні, розтрощило вибуховою хвилею. Також під час обстрілів потрапило і цивільне населення. Тільки за територією закладу на вулиці міста лежало до 10 поранених, яких на ношах та на машинах завозили до приймального відділення Центру онкології для надання медичної допомоги. Зазнав і пошкодження наш радіологічний корпус, який на початку лютого 2022 року був в фінальній стадії капітального ремонту з новим, сучасним обладнанням і повністю готовий до приймання хворих. Я вже це не кажу за операційні, в вікнах якої прилетів і уламок касетного снаряду. – 26-27 попали 2 ракеты «Южный Буг». Это центр почти города. Торговый центр «Южный Буг», и рядышком 33 квадратных метра магазин такой есть, сантехники. Все повырывало, плитки, окна, рамы, все повылетало, стекла. Ну, люди всю ночь не спали, прятались. Ну и начиная с 25 числа только сирена, подвал. Только выстрел. А бывает даже сирены нету, и уже летят снаряды. Да, такое было. Значит, это было где-то часиков в 9 вечера. Прилетело 3 снаряда. Один упал от моего дома 200 метров. Торговый центр «Фуршет». Там все вывернуло. Прям вот так вот стоит фуршет, и вот недалеко вот от стены, как говорится, упал снаряд, вылетело оттуда все. Этот фуршет стоит с моего дня рождения. Я 80-го года рождения, мне 42 будет в этом году. Вот именно здание крепкое, но вылетело все, что было внутри, все стекла, а стекла там по 5 метров, стекла огромные. Все, и даже внутри вот потолки, вот этот пол, это хорошо, что еще ночью там только охранники были. Вот, пострадали охранники. Но вылетает там такие штучки, много их. И вот двор, это за Водолеем, это проспект Октябрьский, 325/5. Я знаю весь Октябрьский, весь Николаев. И там дома 9-этажные буквой «П». Вот именно в середину упал снаряд и вылетело везде все. Ну, как бы коробки стоят, а где-то через недельку с другой стороны в 5-й этаж попал. Снесло крышу, вот снесло, и якобы как разрушилось вот так вот до 2-го этажа. Прилетело на Фуршет и на роддом. Роддом 5-этажный, огромный, я там родила 4 детей. Вот. Тоже вылетело все. Я не знаю, вроде бы как говорили, что есть пострадавшие. Кричали вроде около там 20 человек раненых. Но там же женщины же с пузом лежали. Может, они успели спуститься в подвал, я не знаю. Но пострадали и были жертвы. Это 338, где-то так. Это Октябрьская ЦРБ и роддом. Вот. А вообще эта больница называется доктора Самойловича. Об этом роддоме знают все. Тоже пострадал, хорошо пострадал, потому что на утро попросили наших мужчин, чтобы они помогли, нужно было переносить людей, и нужно было хотя бы пленкой затянуть 5-этажный дом, ну, окна, ну, даже без рам, вот. А все, что в этих, скажите мне, в палатах, в родильных, все в щепки разносено, все, родильные столы, эти вот, где лежат женщины, вот это все, что для детей новорожденных, все в щепки, ничего не осталось. Заканчивается Октябрьский район и начинается села. Пошла Балабановка, тоже покромсали дома. Там мужчина выезжал, у него многодетная семья, мы его просто знаем, выезжал за границу. И всю жизнь он копил для детей.
И первый снаряд, вы не поверите, он построил трехэтажный дом. Именно в этот дом попало. Вот так и разнесло все. Он так копил копеечку для детей, все разнесло. Есть там домов 20 в Балабановке, разнесли. Меня просто там нету, где-то недели 2, ну где-то так. От АТБ 200 метров снаряд прилетел, рынок «Феникс» называется. Там тоже в земле есть. Посносило все, где торгуют люди, посносило все. Ну, там есть много где попало. Есть еще универсам. Там у нас, там, где мы оформляем детское пособие, универсам, там прилетело очень много снарядов. Там разрушило дома. Я почему знаю? Потому что мне сразу позвонил. С моим сыном дружит мальчик этих родителей. Они вышли, родители, на балкон покурить. И вот этими осколками вот так вот облепило этого человека. Ну, не знаю, выжил он или нет. Знаю, что пробило ему легкое, и ему не могли достать этот осколок. На наш участок в огороде упал снаряд. И тогда ранило соседского мальчика осколком. Ну, то есть они тоже бежали в подвал, а я еще такой вижу, вот выбегаю прям, слышу взрыв за взрывом, и вижу вот прям как гриб, что ли, такой вот на моей территории. Мы успели, слава богу, забежать в подвал, все целые, и мы с соседями договорились так, что, допустим, что после, час проходит после бомбежки, и, допустим, все окей, мы просто выходим и там смотрим, кто вышел, кто не вышел. И там, допустим, если засыпет подвал, чтобы кто-то там раскопал и так далее. Мы выходим после этой бомбежки и подходим там, к соседям, спрашиваем, типа, что случилось? Он говорит, что осколком ранило в плечо ребенка. Фамилия Киличук. В моем селе, в Погореловке, убила мою одноклассницу Веру Бирюкову с ее братом младшим и сестрой. А мать в кому попала. Ну, вот то, что я там узнавал, она не выжила, мать. Осталась только одна там сестра. То есть 4 ребенка было в семье. Жила возле Баштанской трассы, ну, там, на улице Шевченко. То есть точный адрес не знаю, но там уличка такая маленькая, вот возле трассы жила. И просто вот пили там чай, там, да, и прилетел снаряд в дом, и все. И вот просто человек есть, и вот его уже нету. Я даже не знаю, как это все можно представить, потому что я вот там, в сельской ради ее видел там, и сейчас осознаваю то, что вот она есть, была, и вот ее уже как бы нету. Это очень сложно это все осознать, еще тем более с семьей там. Это не передать даже словами все эти эмоции, которые я испытал.